Троян, можно начинать? Можно начинать, да? Слышно, да? Спасибо. Доброе утро, уважаемые коллеги, участники и гости форума Казэнерджи, Казахстанской энергетической недели. У нас сегодня важная сессия, это презентация Национального энергетического доклада 2023 года. Добро пожаловать всем на наше мероприятие. Сегодня у нас история подготовки разработки Национального энергетического доклада берет начало с 2013 года, и многие годы нашим стратегическим партнером по подготовке данного доклада является Международное аналитическое агентство S&P Global. Ну, раньше эта часть называлась IHS Markit до прошлого года, сейчас это S&P. Традиционно Национальный энергетический доклад раскрывает текущую ситуацию, в том числе основные тренды и события глобальной экономики и энергетических рынков. То есть последний наш доклад публиковался в октябре 2021 года, то есть это получается с осени 2021 года по осень 2023 года, где мы сегодня находимся. Так? И в докладе дается прогноз на будущее по вопросам энергетического сотрудничества и региональной экономической интеграции и как справиться с текущими вызовами. В докладе рассмотрены также вопросы энергетического перехода, как это повлияет на стратегию развития Казахстана и какие меры необходимо предпринять, чтобы сбалансировать экономический рост с учетом глобальной экологической и климатической повестки. В этом году есть отличие от прошлых лет. В этом году впервые в Национальном энергетическом докладе мы пытаемся отразить концепцию энергетической безопасности страны. Текущая напряженная геополитическая обстановка в регионе, в мире в целом, большие неопределенности, связаны со многими факторами, имеется в виду в отношении будущего, конечно, заставляет всех нас задуматься об этом. Этот доклад является значимым шагом развития энергетического сектора нашей страны и призван проложить путь к устойчивому и достойному будущему. Он основан на тщательном анализе и исследованиях, проведенных в тесном сотрудничестве с ведущими экспертами. И я уверен, что представляемые сегодня данные выводы будут полезны для нашей отрасли. Сегодня на презентации наши спикеры. Первое будет обращение господина Даниэля Эргина. Как вы знаете, господин Даниэль Эргин признанный авторитет в области энергетики и международной политики, вице-председатель S&P Global. Как вы знаете, что за книгу Добыча «Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть», которая стала мировым бестселлером и была переведена на 17 языков, господин Эргин был удостоен Пулитцеровской премии. Будет видеообращение господина Эргина, поскольку он по ряду обстоятельств не смог сегодня присутствовать. Основной докладчик у нас господин Мэтью Сегерс, вице-президент S&P Global. Также у нас от КИГОК Дархан Ахметов, директор департамента анализа рынка и законодательных инициатив. Суисинов Кулькаш Аманжолович, заместитель генерального директора Тенгизшеврола. Катя Девера Уэлкер, директор компании Сибекс. Я, насколько понимаю, Катя будет онлайн, да? Да. Я призываю вас всех к активному участию, обсуждению. И мы переходим сейчас к видеообращению господина Даниэля Эргина. Пожалуйста, подключите. Hello, I'm Daniel Yergin, Vice Chairman of S&P Global. And along with Matt Sagers and my other colleagues,
At S&P Global, we once again have the distinct honor of participating in the preparation of the National Energy Report, this being the National Energy Report 2023 for Kazakhstan. This marks the 5th edition of this significant report covering the importance, diversity, successes, and challenges of Kazakhstan's energy sector. This year also marks 2 important 30-year anniversaries in Kazakhstan. One is the TCO joint venture developing the Tengiz field, and the second is the Kazakhstan-Caspian Supply Consortium that has now become the North Caspian Operating Company, developing the Kashagan field, which was established in 1993. This report also comes at another critical juncture for Kazakhstan and the world as a whole. Global disruptions in energy markets from the ongoing military conflict in Ukraine have raised the importance of energy security and overall policy making. The push for renewable energy and the drive toward net zero carbon emissions remain important goals, of course, as the global consensus around climate change and the energy transition becomes stronger. But the enormous challenges to that transition are also becoming clearer. In addition to the uncertain pace of development and deployment of clean energy technologies, 4 issues in particular stand out. One is the new emphasis and return of the emphasis on energy security. The second is the lack of consensus on how fast the energy transition should and can take place in different parts of the world. The third is a sharpening divide between advanced and developing countries with priorities on energy transition and economic growth. And fourth are the obstacles to expanding mining and building supply chains for the minerals needed for the net zero economy of the future. This first issue, energy security, is a key theme of the NER 2023, as it is particularly relevant for Kazakhstan. Globally, the concern over energy security had faded somewhat in previous years, but the 2022 energy shock, the economic hardships have been ensued in different quarters, skyrocketing energy prices that could not have been imagined 2 years ago, and geopolitical conflicts. All of these have forced many governments and companies to reassess their energy transition strategies in terms of energy security. This reassessment recognizes that the energy transition needs to be grounded. It needs to be grounded in energy security. That is adequate and reasonably priced energy supplies. And that needs to be done to ensure public support and to avoid severe economic dislocations. It is useful to view the role of coal in Kazakhstan's economy through this particular prism. For low-cost, domestically available coal provides essential ballast against the greater risk involved in the other elements of the overall energy transition. For Kazakhstan, of course, the energy sector is the very foundation of overall economic security and well-being. Although Kazakhstan's economy has experienced considerable development and some diversification in the 3 decades since independence, hydrocarbons and other energy resources still remain central to the national economy. The oil and gas industries alone, together with the related sectors, oil and gas transportation, upstream construction, geology, all of these contributed around 20% of the country's GDP in 2022, with oil accounting for 60% of Kazakh export earnings and constituting the primary source of the government's budgetary revenue. The development of the oil and gas industry has been a source of strength, generating economic activity, employment, and revenues that have been crucial since 1991 in solidifying Kazakhstan's independence as a nation and improving the incomes and standards of living of its people. It has also fortified Kazakhstan's relations with its neighbors and established the country as a reliable partner and major force in the global oil industry,
and a significant participant in global markets, the world community, and in global affairs. But this also increases the national economy's vulnerability to external shocks. More specifically, the economy's heavy reliance on hydrocarbon revenue increases its sensitivity to swings in global oil prices, has been repeatedly demonstrated in recent years. We've seen the impact of price collapses, and we're seeing now the impact of strength in the oil price. Notwithstanding these vulnerabilities, the energy sector generally, and the hydrocarbon industry in particular, is expected to remain a key driver of Kazakh economic growth throughout the outlook period all the way to 2050. Given the importance of the energy sector within Kazakhstan's economy, revenues from exports of hydrocarbons and other energy resources will be essential for economic diversification initiatives and for funding the country's ongoing transition to low-carbon energy in the future. But Kazakhstan will face increased competition for scarce foreign investment capital worldwide, including from other major hydrocarbon-producing countries. Investor companies will still compete for new opportunities, but they are exercising much greater capital discipline, increasing the competition among resource-holding countries for available investment in new projects. Capital discipline has now become a fundamental phrase in the vocabulary of international oil and gas companies, and that needs to have continuing focus to understand the significance. It will be important in this new environment for Kazakhstan's policymakers to take steps through enlightened fiscal and other policies to demonstrate that they are holders of advantaged supplies that can be developed, produced, and delivered at relatively low cost, with a relatively low carbon footprint, and at the same time with reasonable regulatory certainty and of absolute crucial importance, timely decision-making. These are the key criteria on which international companies will make their investment decisions, and I want to emphasize again that phrase, capital decision, is now part not only of the vocabulary, but the mentality of international oil companies. That's the pressure that they operate under. Yet resilience in response to macroeconomic shocks and creation of an attractive investment environment are but two dimensions of Kazakhstan's energy security that warrant attention in our new report. This includes the important diversification of Kazakhstan's oil export routes, has become so clear in the aftermath of the war in Ukraine. Other elements of Kazakhstan's energy security includes raising the overall resilience of the country's electrical grid, something that we hear, by the way, around the world, and more energy storage. Finally, this ties back to capital discipline actually, the importance of policy resilience. Broad public agreement regarding the direction of decarbonization and overall energy policy cannot be ignored. We believe that a key approach needed to enhance overall policy resilience is to ground energy sector within a broader market economy framework with market supply and demand fundamentals driving price and allocating resources. This includes adoption of a general open trade stance internationally with respect to energy. Now, if energy security is the first challenge to the transition, the second is timing. How long will things take? The energy transition will be an extremely challenging process that goes over decades that will require extraordinary changes in energy use, technology, and policy. How fast can it, how fast should it proceed? There's much pressure to accelerate a significant part of the 2050 carbon reduction emission targets towards 2030. But that is more than ambitious. It is more than very ambitious. It sometimes seems that the scale of what is being attempted is underestimated. In investigating Kazakhstan's energy transition and greenhouse gas reduction initiatives and comparing them with decarbonization programs undertaken internationally,
we offer recommendations for the reform of one of the most important elements of Kazakhstan's low carbon development strategy to 2060, the emissions trading system. The paradox for Kazakhstan is while the reduction of coal consumption in the electric power sector is the single biggest step it can take towards reducing its greenhouse gas emissions, coal, when used judiciously, can also be an important near-term stabilizer. Call it an energy security blanket, and what will likely be a bumpy transition path. We believe that many people think that the energy transition will move in a linear, straight line. We've just finished our work examining energy transitions around the world and conclude that energy transition is going to be multidimensional. It's going to play out in different countries in different ways and needs to meet the needs of the country in terms of per capita income, in terms of economic growth, in terms of improved health, in terms of reducing poverty. And the calculations in a developing country or an emerging market country are very different from the calculations that we hear so much from the developed countries that have already attained very high standards of living. Another source of stability is international collaboration, as evidenced in Kazakhstan's participations in 2020 in the organized crude oil production cuts by the OPEC Plus group of major world producers. Certainly, you can think back to the deep horror, the deep shock of the beginnings of the COVID epidemic and what it did to oil demand and how it threatened the very existence of the oil and gas industry, to realize how important that stability has been and the degree to which it's preserved the industry that the world needs. Another area of broad regional cooperation that could enhance energy security in the energy space is the pending formation of a single market within the Eurasian Economic Union for oil and gas products, natural gas and electric power. This is a mechanism that can cause energy prices to gradually rise in parity with other countries. But of course, there is a whole now geopolitical complexity to that maybe was not there prior to the Ukraine war. But clearly, pricing is always a contentious issue, and a particularly contentious issue in a country that is a hydrocarbon producer and is facing both the global market and the needs of the domestic market and the country's population. Energy security concerns have now also modified, though not totally transformed, the transition strategies of major international energy companies. On the eve of the conflict in Ukraine, many hydrocarbon producers expected to reach maximum oil output earlier and at lower levels than forecasted prior to the COVID pandemic. And they pursued portfolio diversification, mergers and acquisitions, divestments, and new clean energy strategies to reflect this expectation. But energy security concerns stemming from rising prices and disrupted supply chains following the outbreak of the conflict in Ukraine, and in general, a tightening world oil market because of what seems to some to have been several years of underinvestment, have caused many industry executives to reassess their business plans and approaches to the transition in general. In the current strong demand environment, some first mover companies in the energy transition have pushed back the timetable for reducing oil and gas production. The international oil majors are concentrating their activities closer to home geographically in better known geopolitical and geological environments, while exercising increased capital discipline. There's that phrase again, capital discipline. National oil companies, although a much more diverse group, generally have continued to focus on monetizing their hydrocarbon resources as effectively as possible in an increasingly competitive investment environment. And so in effect, these countries are competing among themselves for the timing of bringing on new production and establishing new relationships.
Nonetheless, this change in approach is more a mid-course correction than a major reorientation of transition strategies. Companies continue to emphasize increasing cost efficiency in their operations and embracing powerful technological innovations, big data, cloud computing, and of course, artificial intelligence, to cut costs and boost production from existing assets. Many also continue to execute plans to become more diversified energy companies by building out renewable energy capacity, electric vehicle charging stations, carbon capture, use, and storage installations. And we've really seen that step up with the introduction in the United States of the Inflation Reduction Act, which is drawing in hundreds and hundreds of billions of dollars of investment, including into all of these technologies. There's a growing recognition that substantial progress toward reducing greenhouse gas emissions will require the use of both proven low carbon technologies, such as wind and solar, electric power generation, as well as technologies only in the experimental phases, such as hydrogen, in sectors that are more difficult to decarbonize, and also with a new attention on small nuclear units. This does not mean that hydrocarbon energy resources will no longer be important. They will continue to play a major role in the world economy throughout the outlook period to 2050. They will continue. We expect demand for oil and gas to continue to grow for several years, and we think some of the forecasts about peaking demand are just too soon. If you just look at growth in the emerging markets, and we're in a period now where we're seeing oil demand continuing to grow. However, companies will focus on how to decarbonize their operations, how to reduce emissions, and that will be, and we can see, is a growing theme. We present NER 2023 at this key juncture in the development of Kazakhstan's energy sector with the same sense of optimism and purpose and commitment as our first report issued back in 2015. How the world has changed, and yet also what remains constant over these years. Our shared goal is to contribute to and advance an ongoing process of understanding, and with it, decision-making and policy formation that will enable Kazakhstan to meet its energy, security, and environmental challenges while promoting the economic and social well-being and benefit and welfare of the people of Kazakhstan. Значит, основной доклад господин Мэтью Сегерс. Пожалуйста, Мэтью, начинайте. All right. Let's put the slides up. But as you can tell, my apologies. It was my strategy. I tried to get Dan to do most of my heavy lifting. and so I had him cover most everything that I was going to. And I apologize if we went a little bit longer. You don't tell your boss, by the way, that he's going too long. That's not an option here. Let me just remind you again what the National Report is. The National Report is intended to be an integrated overview, an independent view of what's happening in Kazakhstan. It's supposed to be about what is and what can be. And of course, I want to thank our sponsors for helping us basically create this vision and sort of move on here. But of course, Dan made this mention, this is why we're even interested in energy in Kazakhstan. It's a very, very large proportion of the overall economy. Of course, Dan talked a lot about the energy transition, how long this is going to be, what a difficult process and so forth in terms of what's involved. And this is our latest outlook. And Dan made some comments here, but there's just a couple things that I wanted to draw your attention to. In our most recent revision, we now see a longer extended period for hydrocarbons than we did before. We now see oil demand reaching a maximum about 2030. We see gas consumption continuing to rise and a higher share overall
of renewables by the time we get to 2050. But still, there's a major role here for oil that's going to be happening. So for Kazakhstan, one of my messages in here is there is a long, long runway for Kazakhstan oil in terms of the world economy. I think one of the other important items here to sort of think about is what is happening on energy security. You heard this over and over again from Dan. And here we have a list of what energy security means around the world. It's clearly involved in terms of diversification, a little bit of strengthening in terms of resilience, in terms of storage, and also on the policy side as well. And for Kazakhstan, we have some key items here that came to us from out of our research looking at what this would be. This is just a list of key items here. What does energy security mean for Kazakhstan? But we think that one of the things that should come out of this should be a doctrine, a strategy, a concepcia of what energy security means in Kazakhstan. And again, you can sort of see the list there of what is involved in terms of that whole thing. And for different people in this room, different elements here are going to basically resonate with you overall here. Let me just simply give you a couple of key things here on the energy transition for Kazakhstan. Two key instruments for getting there. One is the ETS, and I think our key message that comes out on the ETS as an instrument is just like we've seen for Europe. The ETS is an evolving system. For Kazakhstan, it needs further improvement going forward, just like we saw for Europe. So at the moment, it hasn't been very effective, but to be honest, we can probably say the same thing about Europe's, which is the deepest, most involved one, but at the same time, we see it moving in the right direction. Another very important mechanism for achieving the transition is BAT. This was a big, big deal a couple of years ago with the rollout of the ecology code. And again, the key thing that we find here is that when you look at the difference between these benchmarks for operations, the difference between Europe and what we see in Kazakhstan is a very, very wide divide. And our advice here is be very careful about developing and implementing these particular types of standards and so forth. You've got to be a little bit more realistic about what can be done over what kind of period of time. For the oil industry, of course, I think the main story here is that we see oil production reaching a maximum in 2025, which is not very many years from now in terms of the overall total as we look at what's happening here. And the key issue that Dan talked about was, does Kazakhstan have advantage barrels that are going to be attractive to investors from around the world? And what we look at is Kazakhstan, unfortunately, is at the high end of things. High-end costs. And the key issue here, of course, is that geography and geology have not been particularly kind to Kazakhstan. Yes, it left an ample amount of resources, but geology and geography are pretty difficult here. So the question is, can you have some intelligent policies to try and offset some of these natural disadvantages that you have? And what we've seen so far is this is not happening. Kazakhstan doesn't rank too high in terms of these rankings that we do internationally, pretty low overall. And part of it has to do with basically taxes and tax take. So a major part of that you can relate to decision-making and policy. And also in terms of the countries that Kazakhstan is going to have to compete with for international investment also looks a little weak on that side. One of the elements to improve this is the new improved model contract. The good news is it's already attracted one major project here.
the new offshore one, but we think that in many ways it's going to look a little bit lackluster. I don't think that it's enough to basically move that needle and put Kazakhstan on the advantage side for this overall. And of course, for almost everyone in this room, the key thing that energy security means is, what about our export routes? Oil is the lifeblood here of Kazakhstan. It's a landlocked country. How's it go out? And our key takeaway on this particular and important issue is there's no free lunch. All of the routes for Kazakhstan all have some drawbacks, some risks. And so our policy recommendation here is to go back to the traditional multilateral policy, move the eggs around a little bit to try and ameliorate the risk. But there's no route that is risk-free or works perfectly. We still see the CPC as being the dominant route going forward, but maybe just a little bit fewer eggs in the basket overall. And there's a couple of reasons for that here. We also see a very important issue in terms of the overall oil balance. We can see that oil demand domestically still rising. If you remember the picture that I just showed, we saw oil production reaching a maximum in the 2050s. So the result is domestic consumption is going to be taking a larger share of that. How do you deal with the risk of getting more oil into the domestic market? And the answer here, we think, has to do with the policy resilience on the pricing side, and basically moving prices up to basically make sure that there's crude in the refineries, make sure that there are products in the domestic market, make sure that the oil is still affordable. We think that the way to do that is to basically make sure that prices move upwards so that they match market conditions overall in terms of the overall picture here. For gas, what we've been talking about ever since yesterday is the new vision for gas. And the key problem here, the key issue, as we've been talking, is how do you transform an entire sector? It's not easy. You've got upstream, downstream, midstream, all of these sort of challenges that are taking place, and different ways of doing it. Here we see the new vision, what are the new elements that are supposed to be involved, how this is supposed to take place. We've seen that gas has had a lot of success here, but at the same time, a lot of challenges going forward. The key paradox of Kazakhstan is, how can Kazakhstan have this kind of resource in the ground? It's huge. It ranks in the top 15 countries of the world, but at the same time, a shortage of commercial gas. This is the question of transformation and the overall issue here. And part of it, of course, is that the way that the gas is used domestically, a lot of it is reinjected to support that queen of fuels, otherwise known as oil. But it also has to do with some other problems here in terms of, I just want to come back over here and look at the overall value chain. These are some of the issues that we see in terms of going forward, and the difference between some of the official views and our views on consumption. And of course, I don't want to detract from anyone, but the report, Mr. Berkeshev basically has one up here. It's going to be coming out very shortly. And so with this, I don't want to basically take away from that report, because you'll be able to see it shortly. But one of the problems here is the overall value chain in terms of the overall total here. Oil prices are going to be a key part, as we've been hearing about incentives and stimulus and so forth. And this is a key element of how this industry is going to be transformed to create new higher prices for producers, for the middlemen like Kazakh and also new prices at the end consumer level to drive the overall change that we see that needs to take place here in terms of gas. And last but not least, I just want to leave you with a few words about LPGs. This was a special request from Mr. Mukeshev. One of the issues here is that LPG consumption has been growing very rapidly,
And after the events of January 2022, everyone is very sensitive about LPG prices. But we see a transformation taking place here where we think that basically the issues can be readily resolved. We see a fairly good runway for expanded production. We think that demand is not going to be going crazy like it was before from auto gas, but we do see a new emerging consumer in petchems, a new emerging industry in Kazakhstan that I think is going to be a very important part of Kazakhstan's future and its overall value proposition that it's offering to the world is petrochemicals based upon these kinds of natural gas liquids that we have. With that, let me conclude my part. Hopefully between what Dan Jurgen basically said with his very flowery language, some of the more details that I've got here, I hope that what I've done is I've whetted your appetite to basically read this report when it comes out in a few weeks or a few days, Mr. Bekeshev. Something like that. But basically, it's going to come out. I invite you all to basically read this. I think it'll be very exciting to present some of these key items. Mr. Bekeshev, let me turn it back over to you. Спасибо. Господин Цейгас в основном остановился на нефтегазовой отрасли. И вот следующий спикер Катя Девер Уолкер, директор компании WPX. Она становится на вопросах электроэнергетики, угольной промышленности и так далее. Онлайн, да? Пожалуйста. Ну, я сказал электроэнергетического. Госпожа Уолкер, пожалуйста. Доброе утро, коллеги, много знакомых лиц и все, кто меня видит. Я благодарю вас за возможность прокомментировать главы 7 и 8, посвященные угольной промышленности и электроэнергетике, в которых мы емко осветили реалии и вызовы этих двух отраслей, а также дали рекомендации, которые позволят не только оперативно реагировать на внешние и внутренние вызовы, существующие сейчас и в краткосрочной перспективе, а также системно планировать развитие этих двух отраслей. И Мэтт, и Дэниел осветили часть вопросов, которые я планировала также рассказать, поэтому будут некоторые вещи, которые вы услышите еще раз в моем выступлении, но это только подтверждает тот факт, что мы освещаем самые важные аспекты, которые должны быть учтены в системном планировании этих двух отраслей. Я буду показывать слайды со своего экрана. Так. Функционирование и дальнейшее развитие этих двух секторов не только в Казахстане, но и во всем мире, как уже было связано с решением так называемой двойной задачи обеспечения надежности энергоснабжения и одновременное предотвращение изменения климата, так называемого разрыва исторической связи между энергетикой и выбросами парниковых газов. Однако, как и Дэниел и Мэтт уже отметили, нет четкого консенсуса относительно того, как будет выглядеть конечная точка этого перехода, энергоперехода, и какой путь приведет нас туда, и каждую отдельную страну. А также нет понимания того, как, собственно, будет выглядеть полностью декарбонизированная энергосистема, как она будет работать, а самое главное, во сколько это все обойдется. Что особенно важно для энергосистем, которые работают не в изоляции, а работают в параллельной работе с другими системами стран, находящихся пограничных с ними. В связи с чем сотрудничество и развитие сотрудничества с энергосистемами соседних стран Казахстану приобретает особое значение уже на этом этапе, и мы уделили этому вопросу отдельную главу и дали определенные рекомендации для того, чтобы сделать задел в части энергетической безопасности и
несколько облегчить энергетический переход для энергосистемы Казахстана. Мы видим из первого слайда, что в странах с развивающейся экономикой, там, где доминируют природные ресурсы в структуре экономики, есть историческая зависимость обеспечения трудовых экономических возможностей от направления так называемой старой экономики, да, ресурсной экономики. И ожидание, что они не могут быть воспроизведены при завершении энергетического перехода. Мы видим долю угля в потреблении электроэнергии, в добыче, в экономике. Поэтому очевидно, что, с одной стороны, низкая стоимость угля определяет преимущество экономики Казахстана, с другой стороны, она сохраняет эту старую зависимость от так называемого управления старой экономикой. При этом, я не знаю, насколько это было очевидно из выступления Дэна, но я хотела бы это подчеркнуть, что возврата к модели бизнес как раньше больше не будет. И в этом есть определенный консенсус, то есть обязательства, взятые на себя правительствами и компаниями для предотвращения изменения климата, меняют лицо не только компаний, но и самих экономик, спроса на продукцию и характер конкуренции. Ну, для примера, по предварительному опросу компании Bain & Company, только что проведенного и интервью, взятые у крупнейших энергетических компаний и компаний, занятых в области природных ресурсов США и Европы, они планируют направить около четверти своего капитала в новые растущие бизнесы и бизнес-направления. И в этом году и полагают, что к 2030 году эти инвестиции выльются в 10% новых бизнесов, которыми они будут руководить от общего объема их бизнеса. И, безусловно, такие инструменты, как Inflation Reduction Tax Act в США, ответные шаги ЕС в рамках Green Deal Industrial Plan, углеродные сборы на границе и только что запущенный СИБАМ в ЕС способствуют активной фрагментации рынка экономически и геополитически. И одним из самых важных вопросов, который уже мы поднимали неоднократно и во время этого выступления, был явно озвучен и Мэттом, и Дэниелом, это вопрос энергетической безопасности. За последние почти 2 года энергетическая безопасность заняла особое место в глобальной повестке дня и показала увеличивающееся количество компромиссов и сложностей, которые одновременно связаны с энергетическим переходом. И решение Казахстана по инвестициям, продолжающуюся инвестицию в угольную промышленность, как показано на экране, с одной стороны, является монетизацией таких компромиссов в интересах своей экономики за счет экономик иных стран в среднетекущей перспективе. Но одновременно мы понимаем, что, как я уже сказала, что возврата к старой модели экономик и моделей энергетических рынков не будет. Соответственно, одновременно в стране должны быть политические решения по судьбе угольной генерации. В настоящее время в стране нет политического решения по выводу угольной генерации из эксплуатации. Это очевидно в силу угрозы социально-территориального экономического нарушения социально-территориального экономического баланса. И эти решения продиктованы одновременно соображениями энергетической безопасности, в том числе решениями вопросов не только электроснабжения, но и техноснабжения. Но, как подчеркнул Дэниел, без таких политических решений Казахстану будет очень сложно получить доступ к международному капиталу
в силу разворота его в направлении энергетического перехода, решений в части энергетического перехода. Необходимость в международном капитале и доступа к нему для Казахстана необходимо для того, чтобы в предстоящие 10-15 лет заложить основы новой экономики. И масштаб инвестиций, который потребуется в энергетический сектор, и будет беспрецедентным, и темпы его должны быть значительными. Соответственно, инвестиции в инфраструктуру потребуются в огромном объеме, и обычно энергетический переход для стран оценивается в 1-2% от ВВП, 1% для развитых стран. Если мы посмотрим, сколько вкладывается в электроэнергетику на ежегодном уровне, то, безусловно, эта сумма далека от тех ожиданий экономических расчетов, даже 2% ВВП ежегодно до 2030 года, чтобы достичь цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Поэтому качество и своевременность инвестиций и системность действий приобретают огромное значение в настоящее время для того, чтобы не создать экономику и отрасли так называемых застрявших активов. То, что Carbon Track Initiative называет stranded assets, они создали этот термин, активы, которые будут обесценены в будущем, но которые мы вкладываем сегодня. Поэтому мы в энергетическом докладе призываем к решению, помимо обеспечения энергетической безопасности, принять решение в отношении угольной регенерации и начать выводы той генерации, которая исчерпала свой экономический и технологический ресурс. Как видно из слайда в отношении электроэнергетики, непосредственно электроэнергетика Казахстана, и со мной коллеги все согласятся, развивается без технологического задела и инвестиционного ресурса. И по итогам 2022 года возникают вопросы, что, собственно, двигало развитие электроэнергетики, двигал ли рост экономики или просто релокация производств из России в связи с оставшейся международной обстановкой на фоне войны, либо же рост цифрового майнинга. Поэтому грамотное планирование необходимо как в части экономики, так и в части развития электроэнергетики. И это касается не только модернизации, как в части МАЭК, использования мощностей МАЭК, как частный пример, так и наличие ресурсов, подходов к доработке механизмов функционирования рынков электроэнергии и мощности. Как показал масштабный технический аудит, это большое мероприятие, проведенное при поддержке правительства, состояние электростанций, общий вывод был сделан о износе основного оборудования ТЭЦ на 70-90% в зависимости от станции. Однако наш более детальный анализ продемонстрировал, что речь больше идет о вспомогательном оборудовании, инвестиции в которые не производились из-за отсутствия механизмов поддержки инвестиций. То есть мы говорим о котельных, градельных, мазутном хозяйстве, сооружениях и так далее. Соответственно, необходима срочная доработка механизмов функционирования рынков электроэнергии и мощности, которые могли бы, особенно рынка мощности, и системном подходе к долгосрочному планированию. Ситуация с долгосрочным планированием затрагивает также нововведенный механизм единого закупщика. Мы понимаем, что этот механизм может позволить Казахстану
системно планировать отборы выборы состава генерирующего оборудования при наличии достаточного ресурса, экономического ресурса и использования новых цифровых технологий. Одновременно мы сталкиваемся с угрозой существования этого механизма и необходимостью срочного реагирования на его доработку уже сейчас, для того, чтобы предотвратить создание кассовых разрывов и дисрапции работы рынка. В частности, технологий развития этого сектора, если мы посмотрим на мировые подходы, то возобновляемые источники, цифровизация и искусственный интеллект, а также система хранения энергии являются наиболее важными для сектора до 2030 года. И для Казахстана по оценкам только что вышедшего отчета, также Carbon Tracker, степенным шагом к углеродной нейтральности, оценивается, что наличие систем хранения энергии в масштабе потребуется уже к 2030 году, а также решений в области теплоснабжения. Однако технологические преференции, вызванные политическими решениями, создают угрозу зафиксировать существующие... Катя, я извиняюсь, Катя, у вас еще 5 минут, у нас со временем плохо. Хорошо. Политические решения рискуют зафиксировать существующую угрозу рынка, архитектуру рынка. Поэтому для Казахстана особое значение приобретает работа как новых источников, работающих в базовой части нагрузки. Я говорю о атомной энергетике, которая способна решить не только вопросы снижения выбросов углерода, но и хотя бы отчасти теплоснабжения, а также ресурсов, которые могут обеспечить маневренность энергосистемы. Это маневренные газовые станции, система накопления энергии, ценовое управление спросом и, самое главное, развитие сетей, учитывая предстоящие выводы ВИЭ. Я не буду останавливаться на выводе реактора для Казахстана. Этот вопрос технический, технологический, который эксперты Казахстана в состоянии решить. Нами были предложены решения, которые требуют оперативного вмешательства правительства сейчас. Они связаны с тем, что неопределенные задержки инвестиций связаны с политической неопределенностью, и, соответственно, действия правительства должны быть по доработке механизмов рынка электроэнергии и мощности, по доработке нового механизма единого закупщика, по пересмотру тарифов и созданию инвестиционного задела. Отрасль не может работать без инвестиционных ресурсов. И это продолжалось на протяжении десятилетий, и этому вопросу должно быть найдено решение. И завершить я хотела бы, наверное, на том, что рентабельность инвестиций будет заставлять компании быть более избирательными и концентрироваться на возможностях, которые приносят приемлемую прибыль. Однако при поддержании приемлемой прибыли как для существующих предприятий, так и для масштабирования новых растущих технологий требует государственной политики, очень сильной государственной политики и нормативной поддержки как для развития существующих, так и роста новых направлений рынка. Спасибо, Катя. Коллеги, у нас еще есть время, я думаю, что минут 10-15 у нас есть время. Я попытаюсь, значит, мы планировали такое живое обсуждение.
Ну, и я начну, значит, со своих вопросов, я дам потом возможность другим спикерам выступить и так далее. Все-таки вот господину Сейгерсу вопрос. Вы много говорили о рейтинге инвестиционной привлекательности Казахстана, он достаточно низкий. Вот в связи с этим уточняющие вопросы. Коррелирует ли рейтинг инвестиционной привлекательности страны, Казахстана в данном случае, с иностранными инвестициями? Это первое. Второе. Если как бы по аналогии с кредитными рейтингами, ваш прогноз по рейтингу инвестиционной привлекательности Казахстана, ну, скажем, там, негативный, стабильный или оптимистичный, да? И ваши рекомендации как эксперта с точки зрения иностранного инвестиционного сообщества. All right. First off, the credit ratings are very separate from these upstream ratings. The upstream ratings are very widely read by the industry, and it really does have to do with FDI. It really has to do with the international companies looking at the ratings, and it's one of the elements that they think about as they manage their overall investment portfolio. So it's about how competitive you are relative to other countries in the world, and also for those. And what I would recommend would be to basically look at, again, something that is very policy relevant, tax take again. You can see the elements that go into that. It really has to do with the type of taxes that you have and when in the project you take the taxes. If you take it early, that's a very different story than if you take it later when there's profitability that's been done. So it's well within the realm of what policymakers can think about. Does that help? Mr. Ibrashov. Ну, в целом, да, но понятно же, что ни вы, ни я, мы не являемся политическими деятелями. Хорошо, но мы считаем, что вы попытались, по крайней мере, ответить на мои вопросы. Но я специально провоцирую, значит, обсуждение. Катя, к вам вопрос. Вы на линии, да, Катя? Да, я на линии. Okay. Вот в свете энергоперехода, вот ваши, собственно, оценки по доступности и применению технологий для развития ВИА и повышения энергоэффективности можно вот чуть-чуть подробнее? Для того, чтобы Казахстан мог интегрировать ВИА в большем масштабе, который потребуется в будущем, для Казахстана основной проблемой является маневренность энергосистемы. В связи с чем в Казахстане должны быть источники, которые смогут балансировать выработку ВИА. Особое значение будет приобретать такое понятие, как рампинг, то есть изменение максимально допустимой величины передаваемой мощности вверх и вниз на каждый следующий час. Соответственно, учитывая, что в настоящее время балансирование происходит за счет энергосистемы России, и энергосистема уже претерпела значительные стресс-тесты во время увеличения доли майнинговых компаний цифрового майнинга, очевидно, что приоритетными направлениями для Казахстана должны стать развитие маневренных источников, это газовая генерация, то есть изменяется роль газа, также развитие сетей и цифровизации. Одним из источников для системного оператора должны стать ценовое управление нагрузкой. Для этого должны быть подготовлены и технологически цифровизованные и подстанции, и сети, и изменена модель работы компаний.
Это и система накопления энергии, о которых я упомянула, которых уже потребуется в масштабе к 2030 году в Казахстане. Соответственно, мы говорим о политическом решении, поддержке этих технологий, развертывании этих технологий в масштабе, инвестиций в, возможно, местный контент, локализацию производства, для того, чтобы в дальнейшем эта технология существовала в Казахстане хотя бы в каком-то объеме. Вот такое видение. Да, ну и по общему балансу мощностей я могу дальше говорить в связи с атомом. Проектов под лидерством компании «Шеврон». Вы там много общаетесь, конечно, вы работаете в операционной компании, тем не менее вы много общаетесь со своими коллегами, обсуждаете, наверное, то, что происходит в нашей стране. Вот ваша личная оценка инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли Казахстана, что вы думаете об этом? Рахмет, Кенжебек Ниязович. Ну, во-первых, если бы не было бы инвестиционной привлекательности Казахстана, то здесь не было бы таких крупных нефтяных игроков, как Chevron, ExxonMobil, Shell, Total, ИНА и так далее. Я думаю, Казахстан остается инвестиционно привлекательной страной, в частности, в нефтегазовом секторе. У нас, кстати, Казахстан является площадкой для представления и разработки современных технологий, решений. И здесь порой решаются крупные, комплексные такие технические вопросы. Наш проект будущего расширения является одним из ярких примеров. Это многомиллиардный проект, где работают где внедряются самые современные технологии, работают самые лучшие специалисты в отрасли. Я считаю, что Казахстан является и будет инвестиционно привлекательной страной. Спасибо, но это позиция человека, который работает в операторской компании под лидерством компании «Шеврон». Спасибо. Тархан Ахметов. Тархан, к вам вопрос такой. Вот все-таки мы все, и нефтяники, и газовики, и энергетики, и угольщики, мы все относимся к одной отрасли. Вопрос, как вы видите взаимодействие нефтегазового сектора и электроэнергетики для того, чтобы повысить энергетическую безопасность страны? Ну, спасибо за вопрос, Юрий Ниязович. На сегодняшний день такое сотрудничество на постоянной основе осуществляется с электроэнергетикой, нефть, газ. Решаются общие задачи, направленные на бесперебойное электроснабжение. Да? Ну, прошедшие аварии на МЭКе подтолкнули необходимости развития генерирующих мощностей на Западе. Данная работа совместно с уполномоченным органом осуществляется, принимаются определенные оперативные меры на уровне правительства, данный вопрос обсуждается. Я поэтому считаю, что данное сотрудничество нефтегазовой и электроэнергетической отрасли, она имеет определенные цели и задачи для общего развития страны в целом. Спасибо. Я бы хотел добавить, есть хорошие примеры вот такого сотрудничества. Например, вот проект «Казмунайгаз» и компания «Эни» Жаңаузене проектирует новую станцию, электростанцию гибридного типа. Это газ, солнце и ветер. Уже идут проектные работы там. И это даст очень много. Значит, во-первых, это снижение углеродного следа, обеспечение энергетической стабильности подачи электроэнергии. В-третьих, это, конечно, снижение использования газа в том регионе. И в целом для региона тоже имеет положительный результат. Пожалуйста, Дмитрий. Можно я тоже добавлю? Да, пожалуйста. Как раз, кстати, по сотрудничеству в сфере энергетики между энергетическими и нефтегазовыми компаниями. В сентябре месяце, когда был энергетический кризис на западе Казахстана, наша компания «Шеврон» помогла с подачей электроэнергии, хотя мы не являемся
энергоснабжающей и энергопроизводящей организацией, но мы, чтобы помочь западному региону, подали где-то вот, были пик, 70 мегаватт электроэнергии мы подавали в сеть Кигок. Вот. Мы у себя такую работу проводили в прошлом году, несколько раз на площадке нашей с участием Министерства энергетики собирали крупных операторов. Переход на альтернативную энергетику, выработку электроэнергии на крупных проектах, наших трех, скажем, с замещением 30% от газовой генерации, дает добаву Казахгазу порядка 2-3 миллиарда кубов газа в год. Это очень хорошая цифра. Почему? Потому что у нас рост потребления газа идет стремительно и так далее. Это снизит, прежде всего, углеродный след этих компаний, трех операторов. В то же время дает косвенный эффект, поскольку газ будет направлен на домохозяйство, на газификацию страны, на газификацию промышленных предприятий, которые тоже снизят свой углеродный след. Это очень хороший такой вклад будет нам. Сейчас вот мы знаем, что Карачагнак Petroleum Operating проводит свои определенные исследования в районе своего месторождения. К концу года мы результаты они узнают и так далее. И, наверное, дальше будут двигаться для того, чтобы эту вот такую практику применять. И потребуются определенные изменения в закон. У нас же ведь эти стабилизированные контракты, и они не энергопроизводящие организации, эти операторы. Нам надо менять закон для того, чтобы в нужный момент это могло делать на законных основаниях таким поставлять в энергетическую сеть страны электроэнергию. Пожалуйста. Say we're looking for overall resilience, and that's a very good way of building resilience back and forth between the different things. But I just wanted to clarify a couple of things. What international companies are looking for now is advantage barrels. And in a lot of cases, this means places that they already know and that they're already comfortable with or already under contract. So for example, the FGP at Tengiz, this is a perfect example of advantage barrels. This is a project that's been going on for a long time. The decision was made almost 10 years ago to proceed with that. These are advantage barrels. The example we were talking about was kind of new field in terms of your operation, where you're thinking about creating new kinds of projects and everything. But again, as you look globally around the world, what the companies are looking for is these friendly advantage barrels, places that they know. So it ends up being places like the Permian Basin in the United States, or even some of the new discoveries like in Guyana and so forth. And this is what Kazakhstan is competing with. But for these friendly barrels that are already under contract, these would be considered to be, advantage and so forth. So that's what I mean, just for Спасибо. Спасибо, Матвей. Спасибо. Коллеги, я предлагаю перейти к вопросам из зала. Давайте 3 вопроса. Представьтесь, там должен быть микрофон, пожалуйста, подойдите там к нашим коллегам. Представьтесь, пожалуйста, и задайте вопрос. Хочу сказать, это не пресс-конференция, это мы обсуждаем национальный энергетический доклад. По национальному докладу, и у меня вопрос к Кате. У вас для балансировки предлагается несколько АЭС мощностью не менее 4 гигаватт. Одна АЭС стоит там от 12 до 15 миллиардов долларов, причем это на 2 гигаватт такая станция, 2,8, скажем. И строится она будет 10-12 лет. Скажите, а вот это вот предложение балансировать именно атомными электростанциями, оно как-то просчитано с точки зрения денег и времени строительства? Вот хотелось бы знать. Спасибо. Да, спасибо большое за вопрос. Если можно, я внесу сразу корректиры.
Мы не балансируем возобновляемые источники энергии атомными электростанциями. Атомные электростанции вводятся для того, чтобы заместить выбывающую угольную генерацию. Нам нужен источник в базовой нагрузке, работающий в базовой части нагрузки. Для этого нам нужны атомные электростанции. На сегодняшний момент речь идет о 2-8 гигаватт. Действительно, строительство станций достаточно длительное, но их назначение – это покрыть базовую часть нагрузки и частично решить вопрос теплоснабжения. Это один из самых насущных вопросов. Мы не можем вводить угольную генерацию без решения вопроса, особенно ТЭЦ, старый ТЭЦ, без решения вопроса теплоснабжения. Поэтому здесь решение идет по АЭС. Для того, чтобы балансировать возобновляемые источники энергии, в качестве технологий предлагаются маневренные газовые электростанции, отбор которых уже частично прошел, они будут строиться, и это строительство до 5 лет, 3-5 лет, и также системы накопления энергии, которые, мы надеемся, будут к 2030 году в масштабе введены и использоваться. И, собственно, ресурсы системного оператора, ресурсы КИГОВ по управлению спросом крупных потребителей или агрегаторов потребления. То есть, безусловно, атомная станция нам необходима для декарбонизации и обеспечения базовой нагрузки, но не для ВИА. Спасибо, Катя. Еще вопрос, пожалуйста, с зала. Второй вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Вот первый, кто задавал, не представились. Hello, I'm going to speak in English. Murodbek Aljibayev, Associate Professor in Представьтесь, пожалуйста. Да. I just did. Is that okay? I just said Murodbek Aljibayev, Associate Professor, Nazarbayev University. The question is regarding the transition. Kazakhstan has made very bold claims about carbon neutrality, but also, increasing the share of the renewables. From the report, there is very little that we can see in this regard. The panel is conspicuously missing a person from that perspective. So the legitimate question that arises here is that how serious is Kazakhstan about achieving those goals of carbon neutrality as well as increasing the share of the renewables? Thank you. I'll take it, yeah. There's actually a lot in the report about that, quite a few chapters, and goes into quite detail. And of course, there's two different phases of this. One, of course, is the immediate challenge of the Paris goal of 2030. And this one looks like Kazakhstan is going to be close in terms of reaching that goal of the 15% reduction, but maybe not make it, but it's going to be close. And in that way, Kazakhstan looks no different than most of the other countries around the world in terms of meeting the Paris pledges. The carbon neutrality 2060 is an entirely different order of magnitude in terms of the challenge involved. And